Ребятки, всех приветствую, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Очень быстренько, по следам ваших просьб в Инстаграм, выполняю, фактически, думаю, такой небольшой 5-минутный обзор колоды, которая, вам очень понравилась, потому что очень много пришло запросов в личку, что за колода, где приобрести, по сути, что она себя представляет. Вы знаете, что всегда все свои новинки я кратенько в Инстаграм выставляю в Reels. И, как правило, те новинки, которые вас больше всего заинтересовывают, я впоследствии потом делаю обзор. Итак, у нас сегодня на повестке дня это универсальное винтажное таро из сусального золота. Могу сказать, что, ребят, это сам издат, поэтому здесь, давайте я вам покажу коробку, в которой она пришла. Когда меня спрашивают, скажите, что за издательство, я не могу вам сказать, что за издательство, не потому что не хочу, а потому что, по сути, не знаю. Я могу только указать ссылку на сайт, на магазин, где я его приобретала. Вот такой вот бокс. Значит, бокс мне не понравился. Я думаю, вы видите визуально, да, что насколько он деформирован. Не знаю, возможно, это вопрос транспортировки, но скажу честно, колода, когда приехала, была очень хорошо упакована. Поэтому, мне кажется, здесь немножечко похабная, знаете, как работа самого издательства. Давайте посмотрим бокс. Знаете, эта ситуация по поводу бокса, на которую, я считаю, можно закрыть глаза, потому что, честно, мне не совсем понятно. Вот видите, как золотой рисунок, тиснение, просто как кажется на обычном картоне, но он даже визуально не совсем смотрится. Поэтому не совсем непонятна концепция издательства, но ладно, давайте смотреть. Итак, у нас магнитная лента. Здесь, как вы видите, да, вот такие у нас идут тиснения. Сейчас достану, все покажу, расскажу, что здесь было. Все с вами изымем. Итак, вот такой бокс. Но, я думаю, видите, как похабно сделан. Понятно, что я это все подклею, все это сделаю. Я сама извлекала колоду очень аккуратно, но деформация здесь налицо. Единственное, что спасибо ребятам на том, что они саму колоду клали вот в такой вот мешочек, поэтому уже для тех, для кого это важно, будет в чем колоду хранить. Либо, может, у вас своя шкатулка какая-то есть. Почему говорю сам издат? Как вы видите, о боже, колода прям рассыпается в руках. Нет ни ссылки на издательство, никто это переиздавал, сделал, да, так сказать, новый ремейк старой версии. Мешочек классный, с этим вопросов нет. Но видно, что, как говорю, сами все вручную, потому что быстренько-быстренько, где-то кривовато. В общем, детали. Ребята положили вот еще такой вот кулончик. Не знаю, для кого актуально, кто собирает камни. То есть, возможно, вам это понравится. Это такой, как маленький бонус. Дальше был вот такой вот кратенький мануал. Здесь, видите, Стюарт Кэплан у нас, скажем так, подал вот такую вот идею, вот этой вот репродукции этой колоды, назову это так, потому что, либо разновидность классической колоды. Здесь рассказывается, в принципе, о Памеле Колман Смит и, соответственно, в принципе, о Райдере Уэйте. И о создании колоды. Так. Здесь кратенько, что вы видите. В прямом, в перевернутом положении ключевые слова по каждому из арканов. Я думаю, для практикующих это такое же, знаете, как ни о чем. Для новичков тоже мало информативно. Поэтому здесь лучше опираться на какие-то более существенные издания. Цветная полиграфия, кратенько, хоть о чем-то можно разобраться. Что здесь еще? Секундочку, чтобы я ничего не упустила. И, в принципе, как мы здесь видим, Таро девиация. И вот тут кратенькие, хотя что тут можно записать кратенько, я не знаю. В общем, мануал на самом деле ни о чем, и меня это тоже не особо волновало. Итак, у нас лежат две карты, утрированно назову их две пустые карты. Вот уже по этим картам я могу вам показать качество этой колоды. Значит, это не бумага, ребят, это пластик. Пластик очень классного качества. Я сейчас, когда начну тасовать колоду, думаю, вы это прочувствуете и услышите. Карты очень классные, очень прочные. Даже если вы пытаетесь их деформировать,
пытаетесь, да, но они возвращаются потом в свою форму. Понятно, что не нужно там комкать, мять, но если есть какие-то незначительные деформации, то вы их легко приведете в норму. Колода у нас стандартного размера, поэтому у тех, у кого маленькая рука, вам комфортно будет держать. И теперь главная фишка, да, вот это вот сусальное золото. И вся она такая выполнена в золотых коричневых тонах. Сейчас быстренько пройдусь, и вы посмотрите на эту колоду. Но обратите внимание на рубашку. Я сейчас буду стараться вам показывать. В общем, ребят, это действительно вот все идет теснение. То есть в чем плюс и уникальность этой колоды? Как бы сейчас это похабно не прозвучало, но на ней могут работать даже те, кто не видит. Почему? Потому что вот этот шрифт, ну, по сути, вот это все выпуклое, очень легко читается руками. Вот, например, аркан смерть. Надпись прощупывается, буквы прощупываются, прорисовка. Ну, я думаю, люди незрячие, у них более развито восприятие, образное, скажем так, составление картинки. То есть даже незрячие люди могут, по сути, работать с этой колодой, представляете? То есть для меня это вау, уникально. Но она сама по себе очень красива. Хотя мнения здесь разошлись. Почему? Потому что мне многие говорили, фу-фу-фу, темная, мрачная. Но это уже на любителя. Конечно же, я вам сейчас буду показывать, чтобы вы могли увидеть ее во всех тонах, полутонах. Озвучивать здесь нечего, стандартная классика. Просто вам показываю, подходит ли она вам по оттенкам. Но почему, кстати, ее взяла? Могу вам сказать 100%, из-за качества колоды она просто неубиваемая. Это, знаете, у тех, у кого рабочие лошадки очень быстро приходят в негодность, потому что когда вы на ежедневной основе выполняете как минимум от 3 консультаций, вы прекрасно понимаете, что колоды приказывают долго жить, то с этой колодой у вас проблем не будет. Ничего не кошлатится, не осыпается, тут как бы нечему кошлатиться, потому что это пластик. И, не знаю, несмотря на какие-то мрачные тона, полутона, она действительно вызывает у меня восторг. Значит, заказывала я ее на площадке etsy.com. Я ссылочку оставлю в описании. Повторюсь, это не на правах рекламы, это чисто от себя и по вашим просьбам. Магазин Эза Бутик. Хотя я не знаю, по какой причине, вот сейчас зашла посмотреть, да, что там у них еще в наличии. Вообще не вижу ни одного товара. С чем это связано, может, разобрали. Но я знаю, что обычно, когда вы подписываетесь на какой-то магазин, если появляется новый товар, вам приходит уведомление о новых поступлениях. Поэтому, возможно, эта колода в ближайшее время поступит в продажу. Ну, или во всяком случае вы можете об этом узнать. С доставкой она мне стоила почти $75. Не помню, сколько стоит сама колода, поэтому говорю вам общую сумму. Стоит ли она таких денег? Уверена, да, потому что здесь она, во-первых, знаете, как с двухсторонней такой вот матовой ламинацией. Она не бликует, знаете, когда глянец. То есть она уже вам будет подходить для фото, для видеоработ. Ну и видите, какие тона, полутона она дает, как красиво и завораживающе она блестит. Это, видимо, для таких сорок, как я, которые любят все красивое, все блестящее. Хотя, может быть, не только мне, кстати, даже мужчины спрашивали по поводу этой колоды. Поэтому, видите, она не оставляет равнодушной даже мужской пол. Ну, опять же, на любителя. Кому-то кто-то мне писал, ой, зачем 150 раз уже классика, она надоела, скучная, рутинная. Но это для тех, кто в ежедневной работе использует классику как рабочую лошадку. Поэтому, возможно, вам эта колода будет актуальна, повторюсь, не только из-за ее красоты, но и из-за качества. Ну, в принципе, вот стараюсь. Видите, когда так, то арканы получаются слишком темные. То есть при определенном угле освещения, подачи света у вас аркан будет играть как новыми красками, полутонами, новыми оттенками. Здесь уже на ваше усмотрение, как вы будете
выкладывать, как будете работать. Но вот эти полотна, они как бы дают еще глубины в чтении аркана. И детали, на которые, возможно, вы не обращали внимания, могут вам, знаете, фактически выступать в первом ряду, играть первой скрипкой. Мне она зашла сразу. Я просто, знаете, как всегда, как Плюшкин, все сразу не купишь. Отложила ее в копилку, а потом смотрю, их становится все меньше, меньше, меньше. Думаю, нет, не буду затягивать, буду брать, потому что я знаю, досижусь до последнего, потом буду кусать локти, что ее не купила. Потому что часто в списке хотелок очень много всего, но все физически купить невозможно. Поэтому постепенно пытаюсь набирать себе то, что для меня является актуальным. Итак, у нас немного осталось карт. Сейчас мы быстренько пробежимся. Ну, красотка, красотка. Рубашка вообще очень нравится. Не знаю, передает ли мой гаджет красоту этих арканов, в принципе, этого инструмента, но сделано добротно. Вот именно к самой колоде подошли с душой, с любовью. Она была запечатана, упакована в мешочек. В мешочке лежал еще кулон, и все это было помещено вот в этот вот картонный бокс. Класс, красота. Немножко, конечно, из-за бокса расстроилась, потому что все-таки я не люблю хранить колоды не просто в мешочках, а все-таки в боксах. Мне так как-то комфортнее, эстетичнее. Даже если куда-то в дорогу с собой беру, все равно беру и мешочек, и бокс. То есть мне так лучше. Так. Колода фактически, как говорю, горит в руках, выпрыгивает из рук, но при этом дарит невероятное наслаждение в плане работы. Итак, давайте посмотрим вот тот основной момент, о котором я говорила. Из-за того, что карты пластиковые, значит, смотрите, вырубка идеальна, никаких проблем нет. То, что там вы можете видеть некоторую незначительную деформацию, но потому что я уже тут их юзаю очень сильно. А теперь, слышите? Это, знаете, как шелест денег в банкомате. У меня так это ассоциируется доставание этой колоды. Она фактически звучит так же. А колода тяжелая, она увесистая из-за того, что она пластиковая. В руках это действительно ощущается. Вот посмотрите еще раз, хочу показать вам переливы этой рубашки. Ну, это сказочно. Ну, я понимаю, что дело вкуса кому-то вообще не зайдет. Но вот это шуршание, это, знаете, как бальзам на душу. Карты фактически улетают. Ну, очень легко тасуются, нигде ничего не заминается, не задирается. Поэтому уверена, что вы останетесь довольны взаимодействием с ней. Вот так. Не зря у нас выпал итоговый аркан суд, как возрождение, перерождение, знаете, как либо подача этого инструмента в новой интерпретации. Пишите ваше мнение, понравился вам инструмент или нет, чтобы я понимала, стоит ли мне вообще делать подобного рода обзоры, тратить на это время, актуальны ли они для вас. Указывайте, какие колоды либо инструменты в целом вы хотели бы увидеть в обзорах. Может быть, те, которые у вас уже есть в работе. Поэтому, как всегда, вам признательна и благодарна за комментарии, за обратную связь. С вами не прощаюсь и до новых видео.